Здравствуйте. В этом видео я покажу свой процесс создания силиконовых форм. Сразу оговорюсь, что я не профессиональный литейщик и все сказанное мной не является истиной в последней инстанции. Процесс создания форм я считаю самым важным этапом при тиражировании работ. Ведь от качества форм будет зависеть как качество отливок, так и скорость их производства. К подготовленной мастер-модели я приклеиваю литники. Важно сделать их достаточного размера, чтобы пластик по ним мог легко попадать внутрь формы, замещая воздух. Иногда я добавляю к проблемным местам мастер-модели небольшие ловушки для пузырьков. Они удобны тем, что легко убираются при обработке отливки и не требуют длинного литника. Также стоит задуматься и о депо, располагающемся у основания литника. Я делаю его достаточно большим, возможно даже больше, чем нужно. Вы спросите почему, а я вам отвечу, что на это есть две причины. Первое. Это вытекание из формы с маленьким депо пластика при вакуумировании. Вторая. Обратное всасывание пузырьков воздуха, оставшихся в маленьком депо, что в дальнейшем отразится на ваших отливках. Далее выстраиваем стенки будущей формы. Теперь несколько слов о силиконе. Как правило, его делят на два типа – на платиновом катализаторе и оловянном. Более подробно о преимуществах конкретного вида я рекомендую почитать отдельно. Дабы не растягивать хронометраж видео, коротко о важном. Платиновый можно применять в пищевой промышленности, лучше переносит нагрев, меньше усадка, выше текучесть, удобные пропорции смешивания 1 к 1. Но при этом он достаточно капризен в эксплуатации и может не застыть в некоторых местах в связи с ингибированием. Когда я снимаю первую форму, я все же отдаю предпочтение силикону на олове. Он более надежен в этом плане, хоть и немного уступает по свойствам своему платиновому собрату. Итак, смешиваем компонент А и Б в чистой емкости чистым шпателем в средствах индивидуальной защиты. При добавлении отвердителя я вношу еще и пигмент. Это помогает оценить, насколько тщательно перемешались компонент А и Б, ну и так красивее. Когда все тщательно перемешано, убираем лишний воздух с помощью вакуумной камеры. При вакуумировании важно брать тару побольше, так как пузыри поднимаются высоко и силикон может с легкостью покинуть вашу емкость вместе с воздухом. Когда лишний воздух покинул силикон, аккуратно заливаем его небольшой струйкой в одну точку сбоку. Так вы не оставите ни единого шанса пузырькам воздуха и форма получится идеальной. Важно помнить, что у силикона есть время жизни, поэтому следите, укладывайтесь ли вы во временные рамки.
Когда силикон уже полностью застыл, можно разобрать формы, делая аккуратные разрезы для лучшего извлечения отливок. Старайтесь заранее продумывать, где будут проходить эти разрезы, делая стенку формы в этом месте немного толще. Разрез я делаю острым лезвием в виде кривой линии. В дальнейшем это поможет состыковать два края в цельную стенку. А вот такие отливки получились из форм, которые мы с вами сделали. Надеюсь, это видео было полезным, а на этом у меня все. До скорых встреч!